Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно налить себе чая, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А у нас сегодня экспериментальное видео по клубу романтики. Короче, не знаю, как получится, не знаю, как смонтируется, не знаю, что на что наложится, но мне кажется, мы, наверное, потратили час, чтобы тут что-то хотя бы немножко настроить. Пытались, короче, Аня у нас любительница клуба романтики, прошедшая все миллионы историй, Да, по 500 все. миллиардов раз, Да, все возможные концы она знает, все возможные начала она тоже знает, все алмазы со всех игроков она собрала, у нее пошлина на налоговый, короче, брокер. Сейчас ты еще, наверное, видишь, сколько у нее здесь денег, это вообще незаконные... Это немного на самом деле. Незаконные суммы, короче, вот. Это немного. У людей там по 15 тысяч алмазов. Соответственно, у нас просили, писали в комментариях под некоторыми видео, говорят, пройдите клуб романтики, посмотрите. Некоторые писали в личные сообщения. Вот мы, короче, решили, думаем, раз просят, давайте посмотрим, что же это из себя представляет. Я в клуб романтики не играл, я клуб романтики не знаю. Вообще, я знаю там картинки. Не дави вот эту штуку, пожалуйста. Вот так нормально? Да. Вот, соответственно, я знаю, что в клуб романтики... Визуальная новелла. Да, там типа комиксы, но... И все. Типа комиксы, вот, и все. Соответственно, пытались, скачал я клуб романтики на компьютер. Они говорят, давай тебе нафармим алмазов. Я говорю, какие фармить алмазы? Давай нормально поиграем просто так. Она мне говорит, нельзя просто так играть, без алмазов ничего не купишь. Я говорю, не куплю и не куплю. Она такая, нет, если ты не купишь, будет неинтересно. Конечно, там самое интересное, понимаешь, там вот как бы будет дан тебе выбор, там продолжить историю, не продолжить. Ты вот продолжить за алмазы, не продолжить без алмазов. Ты выберешь без алмазов, у тебя история закончится. Как говорится, даст бог зайку, даст и лужайку, поэтому и алмазы мне там кто-нибудь накинет. Соответственно... Кто тебе накинет алмазов? Вот ты мои выпросил, блин, я тебе даю свои 4000. Соответственно, я говорю, давай, аккаунт твой ко мне подключим к компьютеру и будем вместе как его сделаем все. Короче, не знаю, в вашем клубе романтики как-то либо то ли все плохо оптимизировано, то ли что кого. Пытались мы это подключить, ничего не подключается, ничего не коннектится, на компьютере аккаунт не отображается. Вот, играть на аккаунте, где нету алмазов, не очень. Решили с телефона, короче, не знаю, мне экран маленький, мне неудобно, еще и подставку здесь не поставишь. Взяли планшет, короче, вот, не знаю, мне это, вот, даже ты видишь немножко кусок планшета. Короче, держу планшет в руках, если что. Вот. Будем смотреть, что это из себя представляет. Вот у нас, короче... Так, кстати, нормально смотрится. Как так вот держишь? Вот так вот держу, да, вот так вот. У меня еще, короче, по все-таки возрасту не молодой, зрение у меня дальнозоркость, я вот так буду отодвигаться, у меня плюс 100, Серьезно? если что. Нет, конечно, я угораю. Вот, история, я все пока, нет, все сказал, что надо было сказать, короче, история у нас Кали, Зов Тьмы. Он сам ее выбрал, если что, я ему говорю, вот сколько историй, говорю, сеттинги тебе, пожалуйста, выбирай любой, который тебе нравится. Она мне вкратце тут еще историю каждую рассказал. Да не каждую, я тебе 3 рассказал, ты такой, ой, давай что-нибудь, вот это давай. Да, так и было, ладно, да, я думаю, еще сейчас слушать про каждую историю. Выбрал вот эту, я говорю, самую хайповую выбрал, он такой, ну и правильно. На ней было больше всех лайков. Где лайки? В моей голове. Кали, Зов Тьмы, короче, вот. Она является как пауком, так и сотканный паук. Это моя 13-я серия. 15 серий это уже законченная история, я просто финал не прошла. Вот мы сейчас с тобой заново ее будем проходить. Только ты на мои выборы не смотри, там будет полиция. Конечно, я буду сам принимать решение. Сам принимать вот, решение. сразу скажу, я не мужофоб, но всех мужчин я сразу здесь булю, понятно вам? Всех сразу, всех. Вот мне... Персонажей? Да. Ну зачем мы с тобой играем тогда в эту игру? Чтоб я на девушек красивых полюбовался, как бы я мужчина, я что, на мужчин заглядываться? Нет, я буду принимать эти все... Значит, нас ждет интересная игра. Давай. Что тут надо нажимать? Да вот, перезапустить 1-й сезон. Играем со звуком? Играем со звуком. Вот у нас есть девушка и 2 девушки, и все. Смотри, тебе в этой игре нужно выбирать статы.
собирать. Тебе будут даны там выборы, например, и тебе нужно выбрать какой-то один путь, по которому ты будешь идти. Собирая статы, ты будешь как бы двигать сюжет, и потом какие в конце статы надо собирать? У тебя будет зависеть... Сила, ловкость, интеллект? Тебе сейчас скажут. Так, короче, еще момент. Сейчас мы сами, мы просто, знаете, хаотично, мы просто сидели, записывали видео и решили вот это тоже заснять, просто, так сказать, по приколу, посмотреть, что будет из этого. Соответственно, мы выложим, посмотрим, какая от вас будет ответная реакция. Вот, в идеале, потом заморочиться, сделать какую-нибудь нейросетку, которая будет голоса наши менять, чтобы мы как бы от разных лиц историю читали, вот это все. Кстати, об озвучке мы будем как читать? Я за мужчин, ты за женщин? Я буду читать? Я думаю, ну, не знаю, ну давай, я буду за женщин, ты будешь за мужчин. Да, немножко так сказать, чтоб интерактивчик был, чтобы тебе вот на ухо не только мой голос лежал, чтобы красиво было и за женщин, за мужчин. Потом будем здесь 10 сидеть, будем тебе целое представление. Друзей позовем по ролям. Да, театральное представление, как в литературном клубе. Сюжет этой истории является фантазийным и не претендует на историческую достоверность. Надо тыкать, да? Да. Тыкаю. Вот начнется новая история. Но сначала выберите, как будет выглядеть герой. Это давай, это я за. Вот это неплохо. Что меняется? Цвет кожи. И глаза. Вот, да, вот. Что, 2 только? Ты что, не видишь, у тебя темнокожая, вот кореглазая такая, рыжеглазая, какая-то голубоглазая, зеленоглазая. Ну тут как бы цвет 2, а глаза побольше. А вот 4 написано, что не пока. Здесь 10, 9, вот все сделал. Какая прическа больше? Ну подумать, сложный выбор, ничего себе. Предлагаю на этом моменте консилиум собрать, как бы обсудить. Так, в комментариях пишем свои варианты быстренько. Так, а что одежда? Все, у тебя только одна пока. Готово нажимать. Я главное сижу, смотри, у меня богатая комната, у меня все в золоте, люто дорогие эти, шторы, подушка явно стоит не дешевле 10 тысяч рублей, а одежды нет в шкафу, я не понимаю, я что, одежду против, говорю, безодежная я какая-то, мне такое не нравится, где моя одежда? Я выгляжу, так... А я должен озвучивать варианты? Да, конечно. Нет, или я озвучу тот, который мне нравится? Ну, озвучь, который тебе нравится. Не, ну, конечно, отлично, пускай начнется история. Ну, там можно было другие наряды выбрать. Я понял, но там у меня же ничего нет. Часть алмаза, который ты мог потратить. Ну ладно. Нет, я уже тут мог что-то потратить. Да. Я просто увидел, что ничего нет, я такой, ну о чем мне перед... Знаешь, это когда вот ты персонажа в игре создаешь, тоже тебе говорят, вы уверены? И ты такой, ну да, потому что ничего не меняется, а здесь походу меняется. Ладно, это твое прохождение как было. Вы можете сменить одежду и прическу в любое время, нажав кнопку гардероб в правом верхнем углу. Глава 1. Взгляд. Страх поглотил его разум. Чей? Помещение наполнилось воем десятка голосов. Они скандировали слова на древнем языке, исполняя ритуал, и низко кланялись огромной пляшущей статуе. Огонь на факелах дрожал, отбрасывая на сырые стены пугающие тени. Это был танец смерти. Отлично, комикс читаем. А потом она осуждает мою мангу, которую я читаю. Нет, отлично читаешь, хорошо прям. Давай дальше. Неминуемый, медленный, вгоняющий в отчаяние. «Отпустите, Господи, за что мне это?» К нему неспешно двинулась тень. Из-под капюшона сверкали 2 глаза, полные безумия и жестокости. Молчу. Взгляд был пристальный и жаждущий. «Не шуми! Разве так встречают свою смерть? Прими же ее! Прими смиренно и с честью!» Несколько грубо швырнули мужчину под ноги неизвестному. Он склонился над мучеником, растянув губы в улыбке. Что-то ужасающее было в этом оскале. Мужчина опустил голову и горько разрыдался. Только сейчас он осознал, что гибель его неизбежна. В руке неизвестного блеснул гладкий металл. Он занес руку с кинжалом. «Возьми его! Возьми его, о великая!» Алые брызги окропили стены и массивную статую. В
помещении раздался громкий вопль. Хор голосов запел громче, тени продолжали свой танец. А дальше лишь темнота. И женский смех. А где женский смех за кадром? Он же тебе смеется. Нет, я хотел, чтобы ты посмеялась. Калькутта, 1980 год. Я резко распахнула глаза и подскочила. Я понял. А? Вопрос. Так вот, я говорю... Блин, а может чуть-чуть я это убавлю? Да, как будто мне громко, как будто. Короче, я говорю, я просто любитель мангу читать. Вот у меня есть там, что я читаю. Я читаю, и они кажут, что там мангу читаешь, что-то вот начинается. А сама у тебя тут тоже манга. Ты мне тоже так говоришь. Вот в романтике играешь. Нервно огляделась, пытаясь сообразить, что происходит. Голова гудела, будто по ней хорошо приложились. Было жарко, солнце безжалостно пекло. Но я лежала под навесом, бережно укрытая от солнечных лучей. Вокруг было шумно и людно, однако толпа не обращала на меня никакого внимания. Напоминаю, главная героиня практически без одежды, укутывается только, судя по всему, навесом. Больше ей укрыться нечем, никакого платка она тоже себе позволить не может. Ну, не знаю, куда деньги девают. Надо мной склонился мужчина, уставившийся на меня изучающим взглядом. Ну, это извращенец. Я содрогнулась от испуга, вспомнив тень из своего сна. Что это было вообще? Читай. Выбор, который вы сейчас сделаете, изменит ход истории. Одни выборы меняют сюжет незначительно, другие ведут к большим изменениям. Так, ну... А где выбор пойти с ним за угол? Такие есть выборы здесь? Есть, но не сейчас. Так, ну, бить незнакомого, конечно, а вдруг мужчина, а вдруг я кошелек потеряла, вдруг, а я его ударю, мне кошелек потом не отдаст, поэтому мы пока аккуратно отскочим, как бы, давай. С перепугу я потеряла дар речи и просто отпрянула от него, уперевшись лопатками в какие-то ящики, у которых сидела. Мужчина удивленно вскинул брови, но остался спокоен. Ты сохранила самообладание. Ну, я вот только за самообладание. Нифига себе, мужчина, я думал, реально какой-нибудь маньяк типа подошел, знаешь, такой в плаще, такой, хочешь, я тебе, говорит, плащ открою, покажу, а тут симпатичный, что его бить-то, нормальный мужчина, при деньгах, наверное, какой-то искатель. Ты, конечно, мать, не разбираешься. Замерев, я подняла взгляд на его лицо. Он озадаченно нахмурился, мы встретились глазами. Вздохнув с облегчением, я осознала, что это совсем другой человек. Лицо его было спокойное, а взгляд холодных серых глаз был беспристрастен. Серых? Но он не из Индии. Напоминаю, наша главная героиня сама с голубыми глазами. Она, получается, тоже не с Индии. Ну, это ты их выбрал. Ну, так и я и сделал ее специально такой. Амала Кхан? Это я. Английская речь. Да. Мой голос оказался хриплым и неуверенным. Я прокашлялась, попытавшись встать. Да, это я. Короче, просто небольшое мое вступление, просто с большим опытом чтения манги. Вот это вот меня немножко напрягает, знаете, вот эти вот диалоги типа точка, нажимать надо пальцем. Дальше, да, опять нажимать пальцем. Ты каждый раз просто нажимаешь типа пальцем. В манге... Стилус. И чё? Да какая разница, это все равно надо. А в манге ты как бы видишь всю страницу целиком, ты видишь все диалоги, ну, типа, на этой странице, а их там, ну, бывает тоже достаточно. И все эти молчания или да, ты вот, ну, просто секунду проскипываешь, там, ну, вот здесь это бы заняло страниц 20, а там ты в одной странице это все видишь, такой, типа, ну, ладно, и дальше идешь. То есть, ну, как сказать, поудобнее выглядит. Давай, читай. Мужчина тут же подошел ближе. Мужчина тут же подошел ближе, аккуратно взяв меня под локоть и помогая встать. Осторожно. Вы ударились, когда упали в обморок? Обморок? Да, не помните? Я как раз шел за вами, когда увидел, как вы теряете сознание. Продавец очень испугался. Не знаю, только испугался за вас или из-за того, что вы ничего не купите. Я напрягла память, пытаясь вспомнить последние минуты до обморока. Мой взгляд упал на продавца, хозяина навеса, под которым я только что лежала. Старик все это время наблюдал за нами и улыбался. Солнечный удар!
Госпожа, будете что-нибудь покупать? Он говорил со мной на хинди, языке, принятом в большей части Индии. Мы-то знаем, что только что на русском прочитали, да? Врет и не краснеет, тут свои истории. На хинди читаешь. Я опустила глаза на стол, разложенные на нем украшения сверкали под солнцем. Какие красивые камни. Именно поэтому я забрела на калькутский рынок, присмотреть себе что-нибудь памятное перед тем, как идти в британское посольство. Можно мы чисто посидим, музыку послушаем? Мне нравится мотивчик. Такой на фоне. Музыка здесь классная, согласна. Покосившись на мужчину, я обратилась к нему. Вы сказали, что шли за мной? Да, мое имя Киллиан Лайтвуд, я военный атташе. Атташе. Атташе, да. Правильно? Ну да, это дипломат типа. Военный дипломат. Буду сопровождать вашу оперативную группу. Берите скорее, что хотели, и уходим. Нас давно ждут. Старик улыбнулся. Ему явно не хотелось, чтобы из-за обморока я ушла с пустыми руками. Выбирайте, госпожа, цейлонские сапфиры, кашмирские изумруды, рубины из Субармьянми, негреты, натуральные. Киллиан, хоть и не понимал хинди, все равно скривился от заискивающего тона продавца. Ну, у меня тон такой, конечно, да. Я стараюсь. Торгаш. Амира не трогаш. Не торгаш. Ну, это я с акцентом, как бы, чтобы, знаешь, немножко дать ему этот... Вайба. Да. Старик внезапно тоже заговорил по-английски. Предположим. Амир продает только качественные украшения с натуральными камнями. Я подавила улыбку, решив сконцентрироваться на выборе. О! Мы тратим алмазы или не тратим алмазы? Ну, надо выбрать красивый. Капец, ты выбираешь, конечно. Я пытаюсь. Ну, вот этот дешманский, я такой не хочу, мне не нравится. Вот этот или вот, ну, зеленый как-то к ее глазам не подходит. Вот это нормально, вроде голубенькие глаза, типа синий камень, плюс-минус пойдет. Угу. Сапфиры. Мне нравится этот глубокий синий цвет. Спасибо, мать. Хороший выбор, успокаивает и дарит мудрость. Владельцу. Извиняюсь. Прочитал я. Такой красивой девушке любые камни к лицу. Я поблагодарила Амира, расплатилась, а затем последовала за Киллианом. Иногда за то, что ты покупаешь вещи за алмазы, тебе дают... Ну, я буду проходить не для того, чтобы пройти на лучшую концовку. Я буду проходить, как мне нравится. Понятно все? Мы все умрем. Люди вокруг сновали туда-сюда, занятые своими делами и заботами. Их голоса растворялись в шуме улицы. Нищие цеплялись за прилично одетых мужчин и женщин, выпрашивая хотя бы одну рупию. Кстати, выглядит как будто не Индия. Слишком чисто здесь, дом какой-то красивый. Они тянули к ним худые руки, нагло дергали за рукава, требовали внимания и денег. Местные брезгливо отталкивали бедняков от себя, одергивая одежду и ускоряя шаг. Глаза нищих загорелись, когда они разом посмотрели на меня. Выпрашивать денег у иностранки намного проще, чем у местных, хотела прочитать Аня, которые могут смело дать отпор. Вот эти вот многоточие. Да, потрясающие. Я замедлила шаг, не зная, как обойти небольшую группу бедняков, что обступила меня. Спасение пришло прежде, чем я успела что-либо предпринять. Молчу. Киллиан аккуратно взял меня за локоть и повел через толпу, отгоняя бедно одетых девчонок и мальчишек. У них хватало ума не приставать к такому крупному и не очень дружелюбно настроенному мужчине. Я едва поспевала за атташе. У него был широкий разворот плеч и крепкая хватка, за ним, несомненно, я была как за каменной стеной. Киллиан шагал с идеально ровной спиной, устремив взгляд вперед. Вышкаленные манеры легко выдавали в нем военного. Он идеально подходил для нашего задания. Для какого задания-то? Вы здесь тоже из-за пропажи британского дипломата? Ты как бы, мать, ты вообще к какому заданию подходишь? Вот он, да, я не спорю, видно, да? Дипломат прошел, исчез, что? Он говорит, я буду хейтить тут всех мужиков. В итоге хейтит главную героиню, мужик такой, ну мужик вообще нормальный. Я логично рассуждаю. Я его хейчу просто потому, что он мужчина. Ты не хейтишь его, ты что, мужа-ненавистник?
Ну, нет. Как бы я... Не такой. Я не такой. Я вот любуюсь ей, как симпатичной актрисой данного произведения, и просто как бы не любуюсь им, как мужчиной в данном произведении. Как многие, наверное, девушки. Он такой, какой атташе военный. А вот, ну, просто в рамках данного задания, я так понимаю, от него реально есть польза. Смотрите, пропал британский дипломат, да? Скорее всего, этого дипломата, ну, там, возможно, поймали в плен, возможно, какие-то разведданные в нем добывают, возможно, шантажир, возможно, что-то еще. То есть, кто нам нужен, чтобы его спасти? Ну, явно какой-нибудь военный, который пойдет, всех распинает и спасет нашего дипломата. А она что сделает? Напоминаю, у нее нету ни одежды, ни навыков, судя по всему, пока что. Она только падает в обмороки и отскакивает от незнакомых мужчин. Этим дипломата потерянного не спасти, понимаете? Я не могу хейтить того, что в рациональном, как бы, сегменте правильно происходит. Да, я из-за этого. Да, как и вы. Я совсем не знаю деталей дела. Расскажете? Да я сейчас навалю. Вы все скоро узнаете сами. Обожаю, мне так нравится. Какой немногословный. Кстати, о немногословности. Я крайне рад, что в этих играх главные героини девушки, и если мы говорим об озвучке все-таки в многоголосье, то озвучивать женщин будет Аня, и, соответственно, я буду меньше читать. Знаешь, тут есть история, где мужчина главный герой. Одна единственная. Вопрос вот в чем. Как много у него там девушек? Ну, достаточно. И все-таки, меня выдернули из Лондона очень внезапно. Я даже не смогла отказаться, а ведь в Англии мой младший брат остался совсем один. Я бросила все свои дела, чтобы прилететь в Индию. Он такой, мне все равно. По факту, кстати, мне реально все равно. Я услышала, как мужчина глубоко вздохнул. Да нет. Он вздохнул, потому что он такой, типа, опять она ныть сейчас будет. Мне вот там хватило одна ныла, наверное, со мной в прошлом задании. Только если коротко вот так вот. Господи, будто слова платные. По факту. Мать, они платные. Англия послала в Индию важного дипломата с заданием. После того, как Индия получила от Англии независимость 30 лет назад, мы периодически отправляли сюда послов, чтобы проверить соблюдение некоторых важных пунктов. Как вы уже знаете, наш дипломат пропал. И мы будем его искать? Ну, конечно же, мы и другие члены группы. Мы прошли сквозь толпу попрошаек, и Киллиан отпустил мою руку. Вы в ранге капитана? Да я вообще-то генерал, а вы тот самый индолог. Индолог — это тот, кто шарит за Индию, да? Да. Ну, до сих пор важность ее пока что мне непонятна. Логично говоришь, да. Я отучилась на индолога, но опыта работы у меня нет. Тем более, мать, иди обратно в свою магистратуру. Ты магистратуру закончила, ты знаешь, вот карьерная лестница, бакалавр, это значит, ты заканчиваешь, идешь в Макдональдс работать. Потом магистратуру заканчиваешь. Ты давай не будем оскорблять, потому что люди в Макдональдсе нормально работают, нормально зарабатывают. Уважаю все профессии, абсолютно все, а максимально это все. Правда. Поэтому нельзя идти в Макдональдс. То, что мы говорим, это... Нельзя идти работать в Макдональдс, не имея звания бакалавра по какой-либо специальности. Вот, поэтому она, видите, отучилась бакалавр, может идти смело работать. Без этого ее бы не взяли. Потом она идет учиться в магистратуру, ее повышают, она идет работать в KFC. Потом, что Бургер Кинг это вообще... Потом она заканчивает кандидатскую, получает кандидата наук по индологии, и только потом имеет право в Индии работать. Вот так это работает. Нет? Ну, да. Нет опыта работы, типа, нет. Нет, из-за обстоятельств. Там санкции все. Алло. Мне показалось, что Киллиан сделал недовольное лицо. Дело очень важное. Обстоятельства. Неопытный индолог может все исправить. Блин, Киллиан, я так тебя понимаю. Некоторые выборы увеличивают значение независимости, это змейка, или лояльности, это какой-то цветочек, или бабочка. Она просто, короче, за бесплатно согласилась работать. Знаете, на HeadHunter говорят, за бесплатно нужен индолог. Она такая, иду, и все. И, соответственно, ее взяли. Конечно, никто платить не хочет.
Независимая героиня больше сконцентрирована на себе и ни под кого не подстраивается. Лояльная героиня старается быть мягче, и ей проще взаимодействовать с другими. Ни то, неплохо. Ты сам выбираешь. Я буду выбирать то, что будет логичнее, а не вот что-то под это подстраиваться. Ну ты смотри, в конце статы пригодятся, имей в виду. Ну, я рад за них. Сам себе. Что он себе позволяет? Так, нет, мать, ты тут не права, как бы. Так смотри, поставить его на место, объясниться или не обращать внимания на него. Ну, я считаю, вот как бы, да, на ее месте я бы подумал так, вот просто, да, я бы подумал так. Ну да, у меня нет опыта работы, я здесь вообще за бесплатно, мне не платят, я просто как бы в удачном месте оказалась. Он в принципе прав, у них серьезная задача спасти дипломата. Я здесь как бы просто... По приколу. Просто по приколу, я не буду на него нагонять и ну что объясняться, ну блин, за бесплатно тут оказалось, поэтому можно не обращать внимания, я считаю. Мы все умрем. Мне все равно, что вы думаете. Блин, ну я не это имел в виду, это грубо звучало, типа, мне все равно, нет, мне важно твое мнение, мы с тобой тиммейты, ты как бы спасаешь, а я Индию знаю, все нормально. Вот, независимость я получил. Да, ваше руководство выбрало меня, значит, я буду полезна. Ну еще кто за бесплатно тянет. Когда заработаете ранг повыше, тогда и будете решать. А у тебя-то да, сразу видно, ранг-то сразу генеральша родилась. Конечно, давай. Капитан явно не ожидал от меня дерзости. Его взгляд приобрел какую-то заинтересованность, хоть он и был по-прежнему раздражен. Эта игра меня не понимает. Я хотел промолчать, типа, ты прав, капитан. А получилось так, что игра меня обманула. Она такая, давайте нагрубим ему, пусть ему будет неприятно. Игра, давай нормально с тобой это договоримся. Как скажете, но прикрываться какими-то обстоятельствами. Какая у него шевелюра, вам нравится? Мне нравится. Тебе нравится? Да, мне нравится его челочка. Он все еще хвалит мужчин. Я не прикрываюсь. Я объективен. И что же случилось? Я отмахнулась. Ну и пока. Проблемы дома. Кто-то должен был управлять семейным магазином. Это в Англии. Я единственная, кто мог этим заняться. Выбора не было. Магазин? Индийские товары. В Лондоне на них хороший спрос. Мне показалось, что на выражение лица капитана стало мягче. А при чем тут ее магазин? Я выпал. Ну, обстоятельства, типа, что магазин не с кем было оставить, и как бы то, что нет опыта у нее, она работала в магазине своей семьи. Отмазка. Мы поняли. Мы уже почти подошли к зданию посольства. Мужчина замедлил шаг, и мы поравнялись. Ваши родственники живут в Индии? Я улыбнулась. Нет, моя семья давно переехала в Англию. Капитан кивнул, мы направились ко входу в посольство. Алло, где? Мы вошли в зал для совещания, где у нас уже ожидали. Так, смотрите, там что-то блестит, там можно, наверное, надыбать алмазик халявный, да? Это тут так работает? Нет, так не работает. Так. В помещении было прохладно и чисто. После жаркой и громкой Калькутской улицы я почувствовала себя словно в раю. В центре зала стоял длинный прямоугольный стол из темного дуба. Над ним склонились два человека, изучающих бумаги. Я рассмотрела мужчину в возрасте и молодую девушку. Они обернулись на звук, и я увидела их лица. Капитан. Так. Капитан, вы уже здесь? Мужчина подошел к Киллиану Лайтвуду, широко ему улыбнулся и протянул ладонь для рукопожатия. На меня он даже не посмотрел. Киллиан пожал мужчине руку. Приветствую, мистер Роуз. Я нашел нашего индолога. И лишь после этого мистер Роуз соизволил взглянуть на меня. Ага, да-да, и вы здесь. Он, кстати, похож на... Как его зовут? Блин, я не помню, как его зовут. Короче, в «Мстителях» Халка играет вот этот актер. Амал Хан, к вашим услугам. Я выдавила ухмылку, у меня было неприятное предчувствие. Удобно быть индологом, будучи полукровкой-индианкой. Полукровной. Полукровка. Полукровной Гермионой быть удобно. Так,
Ну такая себе шутка, на самом деле. Мне не понравилась такая бы шутка. А что мне? Я не хочу смеяться. А где втащить? Есть такое? Вот почему нет варианта? Не реагировать? Не смешно. Я родилась и выросла в Англии. Моя национальность никак не относится к делу. Я прошла мимо мистера Роуза, даже не посмотрев на его лицо. Руководитель сразу принялся за... ты показала, что достоинство важнее отношений в группе. Руководитель сразу принялся за бумаги, которые изучал до нашего прихода. Потому что, смотри, ты сейчас ему посмеешься, он такой, ага, ей нравятся шутки про ее расу, буду постоянно ее подстебывать. Или типа посмеешься, он такой, фу, она слабохарактерная, буду ее еще жестче. Вот нельзя давать им слабину, пофигу как бы на это, на связи, на отношения. Я догадалась, что девушку он представлять не собирается. 0 уважения. Он явно из тех, кто думает, что женщинам место дома, а не на работе. Я решила представиться первой. Амала Кхан. Девушка благодарно улыбнулась мне и протянула руку в ответ. Ты радуешься, что девушку? Нет, я радуюсь, что ты много читаешь. Рада познакомиться. Салям алейкум. Я вообще не планировала читать, ну ты все будешь читать. Не, ну мне кажется, это логично. Ну да, это да, правильно. Я как бы почитал, но так поинтереснее как будто. Я Лима Берг, криминолог. А у тебя опыт есть? Ты давай. Я вопросительно посмотрела на капитана. Нам тут только люди с опытом нужны. Криминолог? Разве мы не занимаемся просто поиском дипломата? Ты вообще новости читаешь? Нет, у этого дипломата ногу нашли где-то в канализации. Соответственно, с ним что-то случилось. Нужно теперь определить, поставить причину смерти. Амала Кхан, вы опять прогуливали свои занятия? Надо быть готовым ко всему. Капитан подошел к руководителю и начал с ним что-то обсуждать. Мне не понравился его ответ. Ко всему? Что это значит? Давайте введем всех в курс дела. Группа у нас небольшая, нам не нужна шумиха. Правильно, капитан, поэтому я сообщу лишь необходимые детали. Ты такой смешной голос делаешь. Мы все собрались у стола друг напротив друга, внимательно слушая. Капитан передал мне документ со всеми важными данными. Документ. Забрать. Забрал. Здесь все последние данные о дипломате. Во сколько прилетел, в какую гостиницу заселился, куда ходил, где его видели в последний раз. Изучите документ внимательно. Наша задача, как вы все уже знаете, найти британского дипломата. Блин, кстати, было бы прикольно, если бы это был не просто новелла визуально, а типа квеста какого-то реально. Вот я квесты люблю, чтобы там вот разгадывать что-то, чтобы вот посмотреть, поискать, реально где-нибудь там зацепки поискать. Ну вот прям я такой бы поиграл с удовольствием. Он прибыл сюда 2 недели назад. 5 дней назад он перестал выходить на связь. Цель его визита в Калькутту? Секретно. Официальная версия — дипломатический визит. Однако у посла было задание добыть нужную информацию и передать ее британскому департаменту. Киллиан сказал, что дипломат хотел проконтролировать выполнение каких-то важных пунктов, связанных с пактом о независимости Индии. Видимо, он сболтнул лишнего. В этот момент я поймала на себе пристальный взгляд серых глаз. Молчу. Молчит. Я поджала губы и отвела взгляд в сторону. Я не буду болтать. Успокойся. Это ее мысли? Да. Как же нам расследовать его пропажу, если мы даже не знаем цели визита? Я не понимаю, что происходит. Меня вырывают с работы и отправляют в Индию, чтобы я участвовал в каком-то важном расследовании, но даже не сообщают подробностей. Они вам не нужны. Он смерил криминолога каким-то высокомерным взглядом. Мне это не нравится, я... Так, что она хочет сказать, какую точку зрения? То, что ей не нравится, ну вот, то, что он не рассказывает, видимо, подробности. Так, а здесь какой вариант? Они как будто оба одинаковые, нет? Типа, и скажу все прямо, типа, скажу, мне не нравится, что он не рассказывает, и хочу объяснить свою точку зрения, мне не нравится, что он не рассказывает. Она более раскрыто объяснит, почему ей не нравится, видимо. Не, ну здесь как бы, а что горячиться? Либо она просто, типа, накричит, либо она... Не, мы спокойно здесь, надо, как бы, во-первых, со всеми скорешиться нормально, чтобы мы, как бы, брат за брата за основу взяли. Мы, конечно, бесполезные, но... как бы должны это вдохновлять хотя бы команду как талисман. Вот. Поэтому объясняем спокойно. Если честно, мне тоже не нравится такой подход.
О, лояльность. Меня даже не спрашивали, когда отправляли сюда. А ведь и дома я оставила все свои дела. Вот это странное выражение. Меня даже не спрашивали. Типа, я вот работала в своем магазинчике индийском в Лондоне. Меня вот так ФБРовцы взяли, мешок на голову надели, связали, увезли. Я такая очнулась в обмороке, а уже в Индии. Меня тут наш Киллиан меня спасает. Ну, странно. Мистер Роуз рассматривал меня, пока слушал. Сама уж, наверное, выбрала. Молчу. Несмотря на это все, я все равно готова помочь, но я жду такого же отношения в ответ, ведь это справедливо. Увы, мисс Кхан, я делаю лишь так, как мне было велено. Передаю документы без лишних подробностей. Но если ему реально было велено свыше, приказ начальства, я считаю, закон. Никогда нельзя идти против, какие бы обстоятельства ни были. Начальству виднее. Теперь я чувствовал себя немного напряженно. Никакой информации, руководство что-то скрывает от нас, и все-таки такие разношерстные в группе, а мне нужно каким-то образом успешно сотрудничать с каждым из них. Зачем с каждым? Выполняй свою работу, и ладно. Я обвела взглядом участников группы. Молчу. С тобой все уже ясно. Самодур, который ставит себя выше женщин. Молчу. А ты у нас аскетичный и дисциплинированный военный. Надеюсь, с тобой вообще возможно найти общий язык. Молчу. А ты? Как здесь вообще оказался? Девушка-криминолог в мужской силовой структуре, в которой таких вот подобных Роузу полно. Вот это я осуждаю высказывание. Откуда ты тут равноправие слышал? Нет такое. Ими хочет, нравится, пусть работает она, это Роуз. Вот здесь вообще ни за что просто взяла, забулила девчонку. Роуз это не девушка. Роуз это начальник. Ну который... вот, девушка вот эта, рыженькая, короче, вот я про нее. Лина, по-моему. Ты удивительно, конечно, молодец. Она взяла такая, отучилась, да, работает в тяжелой профессии, в силовой структуре. Конечно, конечно, молодец. Лайк ставлю тебе. Подумав об этом, я улыбнулась, рассматривая девушку. Лима заметила мой взгляд и послала дружелюбную улыбку в ответ. Мистер Роуз, ты положила начало вашей дружбе. Мистер Роуз деловито собрал бумаги в стопку и обратился ко всем. Поезжайте, вам надо обжиться и привыкнуть к обстановке. Прочтите документ, изучите его внимательно. Завтра приступаем к работе. Мужчина перевел взгляд на Киллиана. Капитан Лайтвуд, проводите девушек, так будет безопаснее. Киллиан коротко кивнул. Руководитель нашей группы покинул зал, хлопнув за собой дверью. Лима шумно вздохнул и, метнув едкий взгляд в сторону выхода. Что он себе позволяет? Думает, мы не сможем добраться сами? Дело не в этом. В Индии приезжим девушкам небезопасно добираться куда-либо самостоятельно, особенно в плохих районах, особенно там, где живут люди из низших каст. Каст? Киллиан молча слушал наш разговор, оценивая меня. Молчу. В Индии существует система каст. Твое будущее зависит от касты, в которой принадлежит твоя семья. Высшим кастам доступно много, а низшим ничего. Так, это ж урок истории неожиданно начался. Какой-то важный, познавательный, географический, вот эти вот все тонкости элемента. Я думал, тут другое. Взаимоотношения. Абсурд. Почему они соглашаются жить по таким правилам? Ну, мать, вот они столетиями, тысячелетиями так жили без тебя, и думаешь, ты сейчас такая пришла, блин, ну Лима права, конечно. Меняем все. Меняем все, да. Это очень древняя система. Ей много сотен лет. Правила каст для них в какой-то степени священны. Дикость. И люди из низших каст опасны? Не всегда, но у местных есть бенгальская поговорка. На устах мед, в душе яд. Ну типа, ага. Не верь всему, что сказано, вот так вот переведем. Это значит, что не нужно верить всему, что тебе скажут местные. Ты что, гений? Мысли у них могут быть совсем иные. Так вот и я читаю игру. Лима помолчала, задумавшись о чем-то, затем пожала плечами. А мне-то что? Я на хинди не разговариваю. Мы находимся не просто в Индии, а в Западной Бенгалии. Тут много разных диалектов, на которых я не разговариваю даже. Посмотрела на Киллиана. Вот зачем нам нужен военный атташе? Молчу. Да, и мне будет намного проще, если вы не будете лезть куда попало, особенно одни. На то мы порешали. Порешили? Кого порешили, быстро скажи. После того, как мы завезли Лиму в отель, капитан сопроводил меня на такси до дома, в котором разместили меня.
В небольшом отеле, который руководство выбрало для нас, осталось лишь 3 свободных номера. Ничего удивительного, все бронировали в самый последний момент. В номере заселились мистер Роуз, Лима и Киллиан. Работники в британском посольстве нашли местную семью, которая была рада принять меня в своем доме на время нашей работы в Калькутте. Поскольку лишь я знала хинди, было очевидно, что мне проще всего будет жить с этой семьей. Я попрощалась с Киллианом и вышла из такси. Молчу. Услышав хлопок второй двери, я удивленно обернулась. Вопрос. Я сопровожу вас до двери и познакомлюсь с этой семьей. К чему все это? Перейти дорогу я в состоянии сама. Не вы ли говорили, что в Индии небезопасно? Да, но возле трущоб. Это хороший район и хорошая семья. Тут буквально 15 метров до двери. Я увидела, как капитан хмурится. Суровый взгляд был направлен четко на меня. Мисс Кхан, моя задача состоит в обеспечении вашей безопасности. Не мешайте мне делать свою работу. Некоторые выборы можно купить за алмазы. Они дают доступ к эксклюзивным сценам, открывают особые наряды или меняют отношение к вам других персонажей. Попробуйте сейчас. Так, согласиться, отказаться, молча уйти. Ну тут согласиться, наверное. Говорит, алмазы это полезно. Хорошо, провожайте. Пусть провожать. Мне что, сложно, что ли? Я не против эскорта прямо до двери. И чтобы как бы кофеек мне сделал, я бы там кофе попила, возможно, там кушать сделал. Капитан, несмотря на всю свою серьезность, улыбнулся одними глазами. Когда лучи солнца попадали на его лицо, радужка приобрела цвет блестящего серебра. Хорошо, мне очень не хотелось спорить. Капитан рад, что ты сразу согласился. Спорить я сегодня точно не в настроении. И мне важно знать подробности, с кем вы будете жить. Например, кто эти люди. Правильно, вдруг шпионы. Ты это не прочитал там. А что там я будет? отвечаю за вас. Сорян. Это кажется смешным. Нет, просто любопытным. Моя работа вызывает у вас любопытство? Я лениво отмахнулась. Ты что, лентяйка? Ладно, проехали, не принимайте все буквально. Как скажете. Вместе мы направились к дому. Мне, короче, не нравится, как рисует ее грустное лицо. Вот это, знаете? Я вам как-нибудь покажу. Что вы им скажете? Вы же не знаете хинди. Мне достаточно будет просто увидеть их. Мне вдруг стало смешно из-за того, с какой серьезностью капитан Лайтвуд подходит к каждому делу. Когда мы оказались у двери, Киллиан постучался вместо меня. Подождать пришлось всего несколько секунд, прежде чем дверь открыла молодая и скромно одетая девушка. Опа, молчит. Она тут же сложила ладони вместе и слегка поклонилась. Намасте, мисс Кхан, и за ее спиной мы услышали другие голоса. В дверном проеме показалась богато одетый мужчина с женщиной, хозяева дома. «Сана, с гостьей через порог разговариваешь?» Когда хозяйка увидела, что рядом со мной мужчина, она опешила. Ох. Какой голос выбрать из моих вот этих? Я думаю, какой голос выбрать? Должен статный мужчина быть такой, знаешь, успешливый. Мисс Кхан прибыла не одна? Пойдет? Да, пойдет. Ну, конечно. А ему еще акцент бы давать? Ну, конечно, не одна. Акцентик здесь нужен. Она легонько пихнула мужа локтем в бок. Приличные незамужние девушки всегда должны быть в сопровождении. Наша воспитанная гостья из хорошей семьи, это же видно. Все тебе объяснять нужно. Мужчина слегка удивленно посмотрел на свою жену. Я не ожидал, ведь мисс Кхан прибыла из Англии. И не утратила при этом прекрасного индийского воспитания. Почему мы до сих пор разговариваем через порог? Вот реально, впустите, нет? Сана, ты накрыл на стол? Типа, ладно. Да, госпожа Чаухан. В смысле госпожа? Это не дочка, что ли? Я думал, ты дочка? Ну, может или она быть, к маме на скорее госпожу? всего, так. Это жестко. Ну, я не помню, стало видно. Я невольно улыбнулась, глядя на супругов. Это капитан Киллиан Лайтвуд. Вы правы, он сопровождает меня. К сожалению, он не разговаривает на хинди, и ему нужно ехать. Он прибыл, чтобы познакомиться с вами и выразить свою признательность за гостеприимство. Женщина широко и тепло улыбнулась. Ах, как замечательно! Какой прекрасный молодой человек! Это я. Хозяин дома протянул руку капитану. Палец случайно нажал, простите. Ну ты не надо так делать. Затем коротко поклонился и произнес по-английски.
Амала, передайте им, что я очень рад знакомству, но уже ухожу. Капитан Лайтвуд кивнул хозяевам и их служанке, задержал взгляд на мне, после чего направился обратно в такси. Мисс Кхан, проходите, пожалуйста. Опа, это мои хоромы, да? Меня проводили в просторную светлую гостиную. Современная мебель соседствовала с богатой мебелью в традиционном индийском стиле. Чувствовался запах благовоний. Нормально. Присаживайся, дорогая. Сана сейчас накроет на стол. Сана, сейчас. О, слон прикольный внизу. Служанка кивнула и сразу же удалилась из столовой. А, ну все-таки это служанка, понятно. Мы сели на диван, обтянутый красивой дорогой тканью. Меня зовут Ариан Чаухан, а это моя жена Приянка. Для нас большая честь принять тебя. Да, мы очень ждали твоего приезда. Чувствую себя так, словно ты в родном доме. Спасибо большое за ваше гостеприимство. Вы очень выручили меня. Ты бывала до этого в Индии? Нет, это мой первый визит сюда. Ты должно быть очень счастлива поступить на родную землю. Выбор, который ты сейчас делаешь, повлияет на отношение некоторых героев к тебе. Я очень рада быть здесь. Здесь лишь... я рада быть здесь. Я очень рада быть здесь. Давно мечтала отказаться в Индии. Здесь мои корни, здесь когда-то жила моя семья. Я уверена, мне здесь понравится. Лица хозяев озарились улыбками, Приянка закивала. Замечательно, девочка. Индия станет твоим вторым домом, я уверена. Ты дала понять, что рада здесь находиться. В гостиную вошла служанка. Стол накрыт. О, кушать будем. Замечательно, пообедаем, а потом выберешь себе комнату. Пельмехи сейчас навернем. Мы направились в столовую. И пельмени по-индийски, короче. После обеда господин Ариан, выразив мне почтение, удалился в свой кабинет для работы. Приянка и Сана проводили меня на второй этаж, где предложили на выбор 3 комнаты. Дом у нас большой, а детей нет. Так что выбирай любую комнату, все пустуют. Мне показали каждую комнату, они все шли в ряд. Сейчас будем выбирать комнату еще из алмаза, небось. Да? Так работает в этой игре. Так, ага, спальня большая, нормально. Вентилятор, слоник, шторы, благовония, пуфик. Мне такой нравится. О, ну это побогаче, конечно, как будто выглядит. Тут вон и я сплю, и не я тоже, там что? А где столик, где этот сидеть? Диван есть, поваляться можно. Тоже неплохо. О, ну это прям как будто выделяется. Тут вообще мега огромный этот плаза-отель. Тут вон, подушек, конечно, 16 человек. Так, богатая комната 18 стоит, тут написано. Вот эта богатая супер, походу, комната уже купленная. И вот эта вот бомжатская комната за 0 копеек. Не, ну в бомжатской мы не живем. Вот это мы тоже покупать не будем. А вот эту мы, наверное... Давай возьмем. Было бы, конечно, интересно, если бы тут было цены написано. Ну тут, наверное, там 18, а тут, наверное, 50. Такая шикарная. Да я тебя, видишь, балую. Ты вот бесполезно, я тебя балую. Это правда. Ну, это правда. Приянка как бы со мной в команде. Приянка вот фигню не скажет, знаешь, вот поддержала сразу, по факту. Мы с Арианом делали ее для себя, но семейный астролог сказал, что расположение для нас неудачное. Вот и стоит такая роскошь пустая. Ну, расположение как бы не очень для них, но для меня, наверное, как бы тоже не очень. Типа, знаешь, поспи в этой комнате ночь, на следующий день на тебя рояль упадет на голову. Вот так. Она такая, нас, блин, жалко, мы тут не спим. Ну, ты, в принципе, приезжая, там, ладно, один день поживешь и пойдет. Заселяйся, если нравится. Да я уже все оплатил. А можно? Да я уже оплатил за тебя все, 50 алмазов, хорош, можно, не можно. Конечно, мне только в радость гостю все время все самое лучшее дать. 50 алмазов верни. Так, некоторые выборы увеличивают значение уважения. Чем выше это значение, тем больше тебя уважают и считаются с твоим мнением. Я бы вообще удивился, 50 я алмазов дал, а он такой, нет, ты здесь спать не будешь, это занятая комната. Я такой, и без комнаты, и без 50 алмазов. Тогда я остановлюсь в этой комнате. Сана, помоги гостю разобрать вещи. Женщина подняла на меня свои большие карие глаза. Амала, чувствую себя как дома, если что, я рядом. Мисс Чаухан, улыбнувшись, сложила ладони вместе и покинула комнату. Сана подошла к кровати и принялась менять постельное белье, изредка поглядывая на меня.
Я подтащила чемодан к шкафу и, распахнув его, стала развешивать свои вещи. Кажется, они хорошие люди. Мне повезло жить с ними, судя по всему, принять у себя иностранца и хвалиться богатством престижно в этой касте. Кстати, из какой они касты? Из какой они касты? Ясно, что принадлежат к высокой, но какой именно? Я ведь не спросила о том, чем занимается мистер Арьян Чаухан. Займусь этим позже. Мисс Кхан, стоит быть осторожней. В этой тишине голос служанки почти напугал меня. Вырвавшись из своих раздумий, я обернулась к ней. Что такое? Мисс Кхан прибыла в Калькутту в очень тревожное время. Вам нужно быть крайне осторожной. Девушка тоже замерла, опустив взгляд в пол. Спустя пару секунд добавила увереннее. Ну, понятно, семья убийц. Мы все поняли. Мы все только что... Дед там такой, я, говорит, уйду в свою комнату, там, походу, людей расчленяет. Женщины тоже, короче, непонятно, чем занимаются. Все мы поняли. Это хорошо, что вас сопровождает мужчина. Так будет лучше. Но будьте начеку. Даже с ним вам может грозить опасность. Я окончательно оставила свое занятие, сделав несколько шагов к служанке. Сана, что ты такое говоришь? Что происходит в Калькутте? Девушка мялась, сжимая в пальцах край одеяла. Я видела, как ее беспокойные черные глаза бегают туда-сюда. В Калькутте происходит что-то нехорошее. Надвигается нечто, от чего нужно держаться подальше. Как можно дальше. Сана, пожалуйста, говори конкретнее, я не понимаю. Дурга Пуджа, Кали Пуджа, пропажа людей из высших каст. Я почувствовала, как сильно бьется мое сердце. Пуджи, индийские праздники? Да, к ним готовятся. Я нервно хихикнула. Дурга Пуджа будет совсем скоро. Не покидайте вашу группу в этот день. Есть люди, которые могут желать зла. Кто же посмеет напасть на человека из высшей касты? Существуют те, кому плевать на касты. Служанка продолжила менять постельное белье так, словно не было никакого разговора. Я помолчала, затем вернулась к своим вещам. Сана ведет себя странно, нет смысла допытывать ее. В любом случае, капитан Лайтвуд действительно будет рядом. Хоть Дурга и считается жестокой богиней в пантеоне, на ее фестивале обычно весело. По крайней мере, так пишут. Остаток дня я провела за уборкой. Когда Сана закончила помогать, мне уже вечерело. Девушка еще раз предостерегла меня, а затем покинула комнату. В тот момент я крепко спала. Но сон стал медленно отступать, и я продолжала лежать, надеясь, что вот-вот задремаю снова. Прошло несколько минут, пока я ворочалась в попытках вернуть сон. Мне что-то мешало, разбудило зудящее ощущение. Ощущение чужого взгляда. Вот это у нее прибеднялась, говорит, нарядов больше нет. Сама пижаму где-то надыбала, или это хозяйская. У служанки отняла, говорит, вы же гардероб разобрали. И что? Из гардероба достали. Из какого гардероба? Она гардероб разбирала, в комнату заехала. Так нет, а я почему не мог нарядиться тогда, когда был выборный? В такой бы выбрал? В такой бы ходил. В пижаме, да? Типа, ну да, а что покринжовать? Не, нормально, ну ладно, хотя бы в моем колоне хоть, не зря я его выбирал. Я открыла глаза, погруженная в полную темноту. В комнату попадал лишь слабый свет с улицы, которого едва ли хватало, чтобы обозначить контур предметов. Медленно приподнявшись на локтях, я сонно огляделась. Зрение еще не привыкло к темноте, поэтому я лишь хлопала глазами, ничего не видя, но мысль о чужом взгляде не оставляла меня. Я осознала, что не хочу закрывать глаза и ложиться обратно, пока не смогу видеть всю комнату. Потребовалась минута, чтобы зрение привыкло в темноте, и я смогла рассмотреть помещение, где никого не было. Напридумывала, лежу как дурочка, пытаясь высмотреть не весь что. Выспаться бы лучше перед рабочим днем. Ну это, кстати, жиза, мне кажется, у многих такое бывает. Ты лежишь, что-то придумал себе. То жуки, то тараканы, то еще что-нибудь, и потом уснуть не можешь. А завтра как бы рабочий день. Мне хотелось засмеяться от своей же глупости, но я не засмеялась, потому что услышала шорох. Гениально. Шорох такой, словно подол юбки волочится по полу. Я оцепенела. Уши заложила тишина, в которой отчетливо выделялся этот шорох. Так. Я вглядывалась в темные углы. Начала глубоко дышать, пытаясь заглушить этот шуршащий звук своим дыханием. Это уже не смешно, Амала. Наслушалась ерунды перед сном, а теперь сидишь, трясешься.
Мой голос прозвенел в тишине. В какой-то момент мне показалось, что шорох начал приближаться. Ты чё? Приближаться прямо ко мне, становиться громче. Так, с меня хватит. Я подскочила с постели и метнулась к торшеру, чтобы включить свет. Дрожащим пальцем вцепилась в выключатель, дернула его. То есть сначала она такая: мне страшно, я спать не буду, буду ждать, когда этот. А сейчас решила свет включить. А раньше нельзя было подумать о том, что мне страшно, включу свет. Вот такая она. Обернулась, чтобы удостовериться, что никого рядом нет. Было пусто. Но меня не покидало ощущение чужого присутствия и неминуемого приближения ночного гостя. Даже если я просто перепугалась из-за темноты и выглядела смешно, мне было уже все равно, лишь бы включить свет. Да что это такое с этим проклятым светильником? Света не было. А где свет? Как тебе музыкальное сопровождение? Нормально. Я повернулась к окну и увидела Калькутту, начисто лишенную света. Ни в одном доме его не было, город был погружен во тьму. Ну понятно, электричество выбило, пробки все городские, ничего нет. За спиной скрипнули половицы. Ну, таракан бегают. А все? Все? На самом интересном, чтобы мы такие с вами гадали, что же будет в следующей серии? Да. А как ты, давай поставь оценку. Было ли вам интересно, пожалуйста, оцените эту серию? Оценю, поставлю. 5 поставил? Интересно тебе было? Вот твои статы, смотри. Независимость собрал, лояльность собрал, уважение собрал. Ну и чё, ну нормально. Да, оставим так пока, чё, нет? Давай. Оставим так. Здесь я немножко давайте убавлю. Так вот, прям на фоне тихонько сделаю. Давайте, что, обсудим, что ли, что получилось у нас. В принципе, Аня мне говорит, я говорю, долго нет проходить серию. Она говорит, ну минут 30. Я тем временем 56 минут как бы, да, держу. Так мы болтали же еще. Так ты зачем так много болтаешь-то? Чтоб мы потом... Да мы же угорали. Нет, на самом деле мне очень понравилась эта запись, мне понравилась твоя реакция, и понравилось, как ты это все обсуждаешь, потому что твои мысли во многом сходятся с моими. Когда я читала эту историю, я такая, ну ты тупая. Ты серьезно? Вот, ну то есть, на самом деле, да, вышло дольше, чем я ожидал. Я реально планировал, ну, 30 минут, а оказывается, нет. Что могу сказать касательно всего этого? Ну, на самом деле, не так плохо, как я думал. Реально? Ну, реально. Слушай, дальше еще лучше будет. Нет, я думал, что это реально прям не очень, а это, в принципе, ну, нормально, читабельно. Это реально как манга, как комиксы. Ты просто в манге и комиксы удобно, там вся информация на одной странице, там разными картинками. А тут этот каждый раз тыкать, я так устал тыкать, на самом деле. Надо придумать автоматический какой-нибудь тыкатель, чтобы за меня тыкал, потому что этот тыкать я реально вообще выматывает. Вот, а так, в принципе, ну, реально, ну, чисто комикс почитал, с приятным музыкальным сопровождением, с приятными тоже картинками, вроде, ну, такой пока сюжет, вроде что-то есть. Ну, короче, пока что впечатление нормальное. Картинки все симпатично нарисованы, арты, все красиво, симпатично. Посмотрим, как вам зайдет. Хорошая озвучка получилась, на мой взгляд. Я тут попытался поозвучивать разными голосами. Немножко у меня даже горло, короче, побаливает. Вот, у Ани тоже там она озвучивала. Вот, все это вроде весело, вроде задорно, пообщались. Да, прикольно было, мне понравилось реально. Вот, все интересно довольно-таки. Вот, если вам зайдет, посмотрим, может, еще попробуем. Как так, первый опыт опять-таки... Надеюсь, все получится, все запишется тут. Да, то есть не факт, что тут еще что-то, ну, вроде OBS записывает, планшет вроде записывает, потом это все надо картинку свести, все это смонтировать, надеюсь, все это тоже получится, не знаю, когда выйдет, тоже все это первый опыт опять-таки. Ну вот, все вроде бы сказал. Да, все, заканчиваем. Да. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам тоже что-то понравилось. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе вообще эта серия. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонс. А это тоже получается реакция своего рода. Да. Так вот, поэтому подписывайся в Телеграм, у нас там общение, анонс. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.